Всем привет, меня зовут Ксения, и это мой YouTube канал. Сегодня у нас будет рубрика «Очумелые ручки барабанщика». Сегодня мы с вами будем проделывать отверстие в резонансном пластике бас-барабана. Я гастролирую с группой Ильшата Сафина. И нам надо вот в таком красивом пластике проделать отверстие. Для чего делают отверстие в бас-барабане? Для того, чтобы туда поместить микрофон. Звук с микрофона будет записываться гораздо лучше, он будет прям в самом барабане. Во-вторых, если у нас есть демпфирующая подушка или какой-нибудь материал для заглушки барабана, мы могли его регулировать, если он поменяет свое положение. И в-третьих, уменьшается гул или сустейн от ударов бас-барабан. Потому что если у нас воздух заперт между двумя пластиками, ему некуда выходить, и звук становится более долгим. Когда появляется отверстие, звук выходит, и он становится более четким и не таким гулким. Ну что, начинаем? На Озоне я заказала специальное кольцо, которое будет обрамлять наше отверстие. Сейчас откроем. Вот у нас такое кольцо. Мы должны ножиком вырезать пластик ровно по этому кольцу. Это кольцо делится на две части. У каждой части есть двухсторонний скотч. Сейчас мы вырежем, скорее всего, сверху, чтобы не повредить надпись, такое отверстие и прикрепим двухсторонним скотчем с внешней стороны. А второе кольцо мы прикрепим с внутренней стороны. Оно защелкнется, и у нас будет отверстие, через которое будет проходить микрофон, и оно никак дальше не порвется. Как бы мне сделать так, чтобы ничего не повредить? Итак, я снимаю сначала защитную пленочку с кольца. Я прикрепила кольцо с внутренней стороны. Беру дощечку, чтобы не поцарапать пол. И ножиком аккуратно вырезаю. A few moments later. Вот такое у нас получилось отверстие. Теперь снимаем защитную пленку с внешнего кольца. И вставляем защитное кольцо на внешнюю часть. Все, здесь защелкнулось. Оно село достаточно плотно. Теперь поставим пластик на бочку. Это у меня демпфирующая заглушка для бас-барабана. Чтобы она нигде не елозила, я ее прикреплю двухсторонним скотчем. Как вы видите, она немного больше, чем сама бочка, то есть выступает за края. Это нужно для того, чтобы она прижимала пластик и демпфировала звук. То есть не было большого отзвука, призвука, более четкий, жирный звук. Помещаем вниз наши бочки. И закручиваем. Сначала мы устанавливаем все лаги, чтобы они были на своем месте. У нас стандартное количество 8 штук. Выравниваем пластик по центру. Теперь закручиваем руками, но не очень плотно. Пока можно закручивать в любом порядке. Самое главное, чтобы они сели и немного закрепились. Теперь, когда мы уже не можем закручивать руками, берем барабанный ключ и подкручиваем. Здесь такой же принцип, как и на всех барабанах. Крутим крест-накрест, чтобы пластик равномерно сел. Итак, более-менее натянули. Теперь смотрим, чтобы они были натянуты равномерно. Потом я еще отрегулирую во время репетиции, послушаю по звуку. Но, в принципе, у нас пластик натянут хорошо. Итак, смотрим, что у нас получилось. Ну вот, что у нас получилось. Пишите, как вам. Это была рубрика «Очумелые ручки барабанщика». Подписывайтесь на мой YouTube канал, оставляйте лайки, комментарии
и до новых встреч. Всем пока-пока.